Отношение людей к крысам всегда было нервозным, посему для борьбы с этими вездесущими бестиями было создано первое в истории биологическое оружие. Это было существо по-настоящему беспощадное и ненасытное, почти не требующее отдыха, которого прозвали крысиным волком, он же крысобой. Правильно поняв, что с крысой может справиться только крыса, люди применили против этих хитрых, ловких и умело прячущихся грызунов тактику, напоминающую норную охоту. Крысы в первую очередь известны своей невероятной выживаемостью. Испокон веков они прекрасно приспосабливались к любым условиям. Неважно будет что есть и где жить, крыса всегда найдет лазейку даже в самой сложной ситуации. Основа такой выживаемости в социальной сплоченности. Крысы невероятно социальные животные. Они вместе ходят на дело, помогают друг другу, защищают, если есть возможность, забирают с собой раненых. Крысы ощущают себя единым организмом и ведут себя как единый организм. Они быстро обмениваются информацией, быстро предупреждают об опасности, передают навыки защиты. В таком поведении нет индивидуальной выгоды, защитный механизм имеет нравственную природу. Один из самых эффективных способов борьбы с крысами основан на разрушении этой самой защиты. Так как защита имеет основание нравственность, способ в итоге основан на разрушении этого морального качества. Но не все так просто. На самом деле всем сломать нравственность не выйдет, зато можно сломать одиночки, но процесс займет время. Ломают постепенно. Для этого создают условия, когда логика выживания приобретает решающее значение. Главное заставить совершить первый шаг действия, до этого находящиеся под абсолютным табу. Делается это следующим образом. Берут крупную и сильную крысу, долго морят ее голодом, а потом бросают к ней в клетку только что убитую крысу. После некоторых раздумий она пожирает своего мертвого собрата. Рациональная логика подсказывает, это уже не собрат, это пища, ему все равно, а мне выжить нужно, значит кушать надо. Второй раз планка безнравственности поднимается выше. В клетку бросают еле живое существо. Новая пища, хоть и почти мертвая, но все же живая. И снова рациональная логика подсказывает решение. Он все равно умрет, а мне нужно жить, и крыса опять ест себе подобного, теперь уже практически живого. Третий раз в клетку бросают вполне живую и здоровую пищу слабого крысенка. У сильной крысы снова включается алгоритм рациональной логики. Ей все равно нечего, говорит она себе, что толку, если мы оба погибнем, пусть выживет сильнейший, и сильнейший выживает. Стоит обратить внимание, что у крысы на принятие решения с каждым разом уходило все меньше времени. При этом уровень безнравственности каждого нового пожирания был все больше. Через некоторое время крыса вообще не думала, она относилась к своим соотечественникам как к пище. Едва ей подбрасывали в клетку новую крысу, она тут же накидывалась на нее и пожирала. С момента, когда она вообще не думала, жрать или не жрать, ее нравственность была сломлена. Далее ее выпускали назад в общество, откуда в свое время взяли. Только это уже была не та крыса. Это было существо без признаков нравственности. В своих поступках оно руководствовалось только логикой эгоизма, но окружающие не знали этого. Они принимали ее за свою и полностью доверяли. Очень быстро существо, внешне похожее на крысу, приходило к мысли: зачем где-то искать пищу, если она кругом теплая и свежая? Рациональная логика определяла характер действия. Крысоед выбирал ничего не подозревающую жертву и пожирал ее. Очень скоро он приходил к выводу, что самый оптимальный вариант не открыто нападать и пожирать, а делать это втайне от общества. В следующий раз под тем или иным предлогом эта крыса заманивала свою жертву в укромное место и там пожирала. Когда у крысиного сообщества не оставалось сомнений, что среди них завелся волк в овечьей шкуре, крысы уходили из этого места. Причем уходили в 100 случаях из 100. Животные словно боялись отравиться флюидами трансформированной крысы, они боялись стать такими же. Инстинктивно чувствовали, если их сознание впитает новые установки, возникнет общество без тормозов, общество предателей, общество потребителей. Атмосфера безнравственности разрушит механизм социальной защиты и погибнут все. Напрашивается вопрос, почему крысиное сообщество уходило, почему не могло уничтожить короля. В таком поведении тоже есть глубокий смысл. Коллективный разум, которым в данном случае можно считать инстинкт, просчитывал, что в ликвидации примут участие самые сильные особи – элиты общества. Кто знает, что с ними будет, когда они вопьются зубами в живую плоть безнравственного собрата, не заразятся ли сами его порочностью. Даже крысы не хотят жить в гражданском обществе, построенном на постоянной войне друг с другом, раздирающей единое на множественное.
Крысы умнее людей. Справедливо опасаясь, что рациональной логикой эгоизма заразится крысиная элита, они уходят в другое место. Но не только путем изолирования и измора можно получить крысоеда. Введенный не так давно по всему миру локдаун привел к закрытию ресторанов и других предприятий общепита, тем самым вынуждая людей сидеть дома. Это привело к множественным последствиям и в частности к тому, что крысы начали искать новые источники еды и менять свое поведение. Крысы в основном живут за счет отходов жизнедеятельности человека, но в условиях карантина все сидят по домам, рестораны и предприятия не работают и пригодных для крыс отходов почти не осталось. Голодные животные рыщут в поисках еды, что привело к значительному росту их активности и к более ощутимому присутствию в жизни человека. Так оголодавший зверек в один из дней может оказаться прямиком у тебя в туалете. Крысы, к сожалению для нас, обладают цепкими лапками и острыми коготками, а канализационные трубы на самом деле далеко не гладкие, какими могут показаться. Они шероховатые, имеют неровности, за которые легко уцепиться крохотными коготками, а пластичные ребра позволяют протиснуться чуть ли не в любую найденную ей щель. Крысы настолько непритязательны, что способны даже поедать собственные фекалии, причем не только от голода, но и для поддержания кишечной микрофлоры, чтобы была в норме пищеварительная система. Неужели это питательно? Да. В фекалиях содержится довольно большой процент непереваренных остатков, что определенно представляет энергетическую ценность. Так, если в доме обнаружены испражнения грызуна и он проник к тебе через туалет, это знак, что он может вернуться, чтобы подкрепиться, так сказать, вторичной едой. Но если крысе все же не удалось поживиться пищей, это может стать чревато для других зверьков стаи. Голодная крыса очень агрессивна по отношению к другим крысам. Под влиянием экстремальных условий у них может проявляться каннибализм. В отчаянии они нападают друг на друга, даже если принадлежат к одной колонии, и тот, кто из них выживет, скорее всего, не остановится на одной жертве. Рациональная логика подсказывает, если не удается найти источник еды, чтобы не голодать, то всегда найдется тот, кем можно его утолить. И крыса, убившая однажды своего сородича, с высокой долей вероятности сделает это вновь. Тем не менее, после поедания соплеменника крыса продолжает свое привычное существование, ест обычную пищу, размножается, занимается грумингом друг с другом и другими социально полезными делами, как будто ничего и не было. Без преувеличения можно сказать, что крыс считают символом злобы, жестокости и вероломства. Да, эти существа едят друг друга из нужды от голода, одновременно избавляя поголовье от самых слабых, больных или старых, которые все равно умрут, ибо к жизни не приспособлены, или она для них уже близка к своему завершению. Но человек, создавая из грызунов безжалостных убийц, выглядит не менее жестоко. А что ты думаешь по этому поводу? Оставляй свое мнение в комментариях, ведь для многих из нас крысы – это совершенно иные существа.